Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня я буду смотреть для вас расклад на тему «Четыре короля». С кем он и где сейчас, да? Ну, давайте, как обычно, посмотрим и найдем королей. Покажут состояние. Выбирайте либо по стихиям, либо так, как вам говорит ваша душа или сердце подсказывает. Вышел сразу король любви, король чаш, да? Ну, здесь вообще человек может находиться не рядом с вами, на отдалении, в то же время этот человек хочет примирения, да? Вот здесь мне так идет. Хочет мира, примирения, хочет показать себя достойным. Вот у него такие ощущения. Так, а остальные спрятались. Остальные спрятались мужчины у нас. Короли. Видимо, ну, как бы именно король чаш в этом раскладе хотел больше проявиться к вам, да? То есть вот, видимо, он питает к вам именно сейчас какие-то глубокие чувства. Ну и король жезловый тоже, в принципе, да, рядом с ним королева чаш, и он, ну, подсматривает где-то за вами, да. Тоже может быть расстояние между вами. Вообще он хотел бы перемен. Он хотел бы каких-то перемен со своей любимой женщиной. Король пентаклей. Ну, здесь он себя не очень хорошо ощущает на самом деле, да, у него есть какие-то страхи, переживания, страхи перед окончанием чего-то, да, что что-то уходит из его жизни. Но смерть это никогда не окончание полностью, да, это всегда просто трансформация. Даже физическая смерть это как трансформация в другое просто как-то в другую форму, допустим. Ну и здесь, да, вот он чего-то боится, боится очень сильно, боится смерти, может быть, боится того, что что-то закончится в его жизни. Вот сейчас он находится именно в страхах. И, конечно, ничего не надо бояться. Это только привлекает негативную энергетику. Посмотрим, может быть, поскольку мы о личных отношениях обычно смотрим, может быть, он переживает, что все закончено, да, или боится потерять вас. Ну, посмотрим там дальше. И здесь король мечей, он тоже, у него разрушения какие-то в жизни происходят, что-то рушится. Может быть, он шел куда-то к чему-то, да, может быть, к новому, но что-то у него рушится. Он понимает, что для того, чтобы куда-то идти, ему нужно разрушить что-то в своей жизни. Вот. Но его волнует этот момент. Давайте посмотрим, с кем и где он сейчас. И начнем с короля чаш. У него была неплохая энергетика. Спросим. У него, с кем он днем, да? С кем он днем?
Ну, с родственниками, по большому счету, здесь завязано на финансах где-то, да, на, может быть, бизнес родственный, и ему нужно какое-то решение принять, да, может быть, отправиться куда-то, может быть, начать что-то новое с родственниками, но вот ему нужно сейчас решить эти вопросы. Днем он, ну, как бы по большому счету, принимает какое-то решение, думает о каком-то выборе. Хотя, может быть, это не очень ему нравится. Давайте спросим у него, с кем он ночью. Ну, я не вижу, что он с кем-то ночью на самом деле, да. Он вообще, как говорится, может быть, у него работа такая определенная связана, да, вот как здесь показан такой рыцарь, зарабатывает, может быть, он ночью деньги, да, рыцарь Пентакли, здесь две карты Пентакли, оказывает какие-то услуги. Ну и он не видит пути, куда ему идти. Вот он идет как по накатанной, да, ночью он пытается что-то предпринять. Почему-то вот именно ночью он о чем-то раздумывает или работает, да. И он пытается, может быть, найти какой-то путь, но он его не видит, потому что у него есть в жизни ограничения. Ограничения для того, чтобы быть свободным где-то, да. И здесь на дневном уровне где-то от родственников зависимость, и на ночном уровне тоже. Он кругом зависим, есть какие-то ограничения в его жизни. И никого я не вижу здесь, никаких женщин, по крайней мере. Так что, о чем он думает? Вот давайте спросим, о чем он думает. О справедливости, да. Может быть, он хотел бы быть императором или достичь какого-то успеха. Хотел бы выиграть, может быть, какое-то дело, да, какой-то вот, может быть, судебный процесс. Он об этом думает, а также он может думать о своих детях. Тоже такой момент у некоторых. Вот Паж Пентакли — это земной стихии ребенок, может быть, или просто о небольших деньгах, да. То есть он, может быть, думает о заработке также, о заработке, или каким-то образом получить возможность заработать какую-то, ну, хотя бы определенную сумму денег. Вот у некоторых, у всех по-разному, потому что здесь этот расклад общий, да. Ну, давайте посмотрим, что он собирается делать вообще и к чему идет. Здесь, конечно, и не про любовь, он ни к чему не идет. Может быть, он сейчас себя не очень хорошо чувствует, он болеет, он ничего пока делать не будет. Он, видите, он под властью вот этих вот его ограничений, он просто не способен действовать. Он сейчас просто лежит вот без всяких эмоций, как будто смотрит в потолок. Да, вот такое ощущение. И по этой карте такое ощущение. Поэтому человек пока ничего не хочет делать, не понимает, куда ему идти. Ну, я надеюсь, то, что ментально он услышит наш расклад, да, и поймет, что нужно избавляться прежде всего от ограничений, которые вокруг него. Ну что ж, давайте ему совет возьмем. Карта Луны. Карта Луны — это карта, конечно, не очень хорошая в этой колоде сама по себе. То есть, когда человек находится между людей, которые враги, да, когда
с одной и с другой стороны тебя окружают недоброжелатели. Но эта карта также и говорит о том, поскольку мы совет ему даем, что он может увидеть этот путь, который находится посередине. Ему нужно его просто разглядеть или как бы почувствовать, прочувствовать, да, просто вот когда он лежит, допустим, вот в таком состоянии, он, ну, просто может представить себе картину, где по краям у него какие-то люди, да, которые недоброжелатели, и где этот путь себя спросить. И обязательно внутреннее подсознание покажет этот путь. Этот путь, он всегда, и выход из любого положения можно найти, обратившись самому к себе, к своему внутреннему «я». Вот такой расклад получился, конечно, не такой простой, как я думала, да, не такой легкий, но тем не менее человек сейчас в таких негативных эмоциях, и ему сейчас может быть даже не до любви. Давайте посмотрим следующий. Итак, король жезловой стихии или огня. С кем и где он сейчас? С кем он днем? Посмотрим. Так, ограничения здесь выходят. У него днем какие-то ограничения есть, может быть, семейные, кстати, да? Может быть, связаны с какими-то врачами. А вот у некоторых так. Тоже вот, да, такое ощущение, что где-то, может быть, есть проблемы со здоровьем. Так, хорошо, с кем он ночью? Ночью он с мыслями о той, с которой, скорее всего, все закончено, да, закончилось. Вот он думает об этом. Здесь вот у него именно такая ситуация, то, что он хотел бы трансформировать отношения со своей любимой женщиной, с которой, может быть, было окончание, и начать что-то новое. Вот здесь королева чаш показана. Конечно же, у него есть дама его сердца. Но здесь он ограничен. Ограничен, может быть, как я говорю, у кого-то своей семьей все-таки. У других может просто ограничение быть в том, чтобы что-то трансформировать или устроить какой-то праздник. Вот здесь такой момент, да, здесь ограничения идут днем. Не свободен человек. Так, давайте спросим, о чем он думает. Что ж, сегодня такие короли выходят, да? Ну, боится он. От страха у него нет возможности что-то двигаться дальше. Он ничего делать не хочет, у него мысли страха. Он боится где-то потерять то, что имеет, и воспользоваться новым шансом или идти к новому шансу. У него в голове очень такие моменты. Что он собирается делать? Он хочет очиститься, он хочет, ну, конечно, здесь и обвинения могут быть, да, то есть он себя может обвинять в чем-то, но когда терзаешь себя, может быть, даже где-то и очищаешься. Я еще одну карту возьму. Ну, здесь он, скорее всего, не в чем-то не стал победителем, но на самом деле он хотел бы быть победителем. У него есть эти возможности, может быть, он будет проявлять себя таким на коне, но на самом деле
он не на коне оказался. Может быть, он будет стремиться к победе, но пока он не знает, как этого достичь. И поэтому действовать в этом отношении может и будет, но небольшими шажочками, да, потихоньку к своей мечте, к своей любимой женщине, но пока есть проблема у него. Давайте дальше посмотрим. Следующий король — это король Пентаклей, король земной стихии, и мы у него спросим, с кем он днем, с кем он днем. Ну, вообще здесь как бы может быть у него работа с определенными службами связана, да, то есть может быть государственный какой-то, но здесь ему что-то не нравится. Здесь ему не нравится тем, чем он занимается, недостаточно, может быть, денег от этого идет, да? Вот такой вот момент. То есть приходится, может быть, бороться за место под солнцем вот таким вот образом. И где-то он, может, проявляет агрессивность какую-то, где-то он проявляет, ну, властность, да, то есть здесь ему приходится бороться за место под солнцем, такой момент. Давайте посмотрим, с кем он ночью. Так, ночью у него есть какая-то любимая женщина, это может быть дама чаш, и здесь, в принципе, ну, тоже может такой момент, не у всех любимая женщина может быть рядом, у некоторых она может быть на расстоянии, где-то там за горизонтом, да, и он тогда хочет прийти к ней, ну, мечтает о том, чтобы прийти к своей любимой женщине, приехать, да, вот таким вот образом, как победителем, поэтому, скорее всего, здесь карты показывают мне на то, что он место под солнцем свое ищет ради любви. Давайте посмотрим, о чем он думает. О дальних горизонтах он думает, да. Здесь, может быть, думает о небольшом каком-то послании, но пока он этого не делает, не пишет, не звонит, он только думает о каких-то дальних горизонтах, там, где ему спокойно и хорошо. Вот его мысли. Там, где, возможно, вы. Давайте посмотрим, что он собирается делать. Он собирается идти навстречу своей любви, конечно же. Этот человек на самом деле любит. Этот человек, может быть, если у вас где-то отдаление было, хотел бы счастливой любви, он хотел, посмотрите. Он хотел бы счастливой любви, он хотел бы нового шанса, да, вот это только начало той дороги, которая вас приведет к счастью. Ну и к дому, да, к дому тоже может быть. А вот такой момент. Давайте дальше посмотрим. И еще один король, это король мечей. Спросим у него, с кем и где он сейчас. С кем он днем. Есть у него перед кем-то обязательства? Да. У него качели с кем-то. Качели, то есть качели, связанные с финансами, также может быть, и с какими-то людьми, перед которым он обязан. Также может он оказывать какие-то услуги. Но дело в том, что он
его то в одну сторону качает, то в другую. Он не знает, на самом деле, возможно, чего он хочет. Но сразу видно, что сейчас то, что у него есть, он не особо доволен. Давайте посмотрим, с кем он ночью. Ну, нельзя сказать, что он с кем-то. Здесь карты могут показывать о том, что он хотел бы где-то мира, спокойствия, тишины, любви, да, вот такого плана. Хотя здесь пока о любви речи нет, потому что есть негативная определенная энергетика. Но он вот не знает, как этого мира добиться, как сделать так, чтобы у него было все комфортно и хорошо. Ему чего-то не хватает. И ночью здесь не проявлен он, что у него есть кто-то, да. Он мирится с тем, что у него сейчас есть, но ему не хватает мира. Он хотел бы, конечно, мира. Он считает, что он этого заслуживает, что, может быть, он много работает, да, и заслуживает спокойствия и тишины ночью, но этого у него почему-то нет. Ну, или, может быть, просто треугольник здесь тоже может быть у некоторых. Так, хорошо. О чем он думает? О любви он думает, конечно. Он хотел бы нового начала в любви. Он понимает, что сейчас он находится в состоянии того, что ничего в любви не меняется, ну и так сойдет, грубо говоря. А он хотел бы завоеваний любовных, да, он хотел бы, может быть, обновить любовь, как новое начало, чтобы было в любви. Если вы вот с этим человеком так живете, то обратите на этот момент внимание. Ему вот не хватает чего-то, не хватает романтики, так скажем. Давайте посмотрим, к чему он будет идти. Ну вот он, видите, он уже смотрит одним глазом на то, что где-то в дальних горизонтах или в новом направлении. Поэтому обратите внимание на определенные моменты в ваших отношениях. И здесь карта показывает, что у него есть уже, да, опора под ногами. То есть у него опыта там, допустим, может быть, было 2 женщины, серьезные отношения, да, с которыми, а может быть, просто был вот этот опыт, и теперь он хочет глотка свежего воздуха в своей жизни. Но пока не видно никого, но если вы хотите, допустим, у вас такая пара, где вы хотели бы обновить какие-то отношения, если у вас где-то там есть отдаление, потому что вот он видит, что у него есть препятствия для того, чтобы он не видит, как сделать мир и комфорт в отношениях, то здесь вот такой вот момент. Он уже будет смотреть в новом направлении. Если этот мужчина, ну, мы смотрим, вот мы же смотрим на конкретного мужчину. Может быть, конечно, у некоторых не быть каких-то там отношений вообще, но, может быть, поэтому он смотрит именно в вашу сторону, да, потому что ему что-то где-то там неспокойно, некомфортно, вот, ну, это такой вот момент. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии и всего вам доброго. До новых встреч, до свидания.